я с тревогой наблюдаю за тем, что многие структуры гражданского общества, служившие реализации принципов взаимодействия и взаимообогащения культур, утверждения равноправия народов в нашей стране, рушатся. Мало того, на их месте возникают другие структуры, и цели их работы порой прямо противоположны интересам нашего единого государства. Государство наше сегодня перестало руководить национальной политикой, и это не только почва для возникновения национальных предрассудков, национальной розни, но и для возникновения национального экстремизма, сепаратизма, угрожающего самому существованию Великой России. А терроризм, на мой взгляд, это кровавый индикатор того, что не все в порядке в датском королевстве, что угрозы, которые несет в себе сепаратизм, реальнее, чем кажется многим. И эта напасть давно зреет в умах молодежи Северного Кавказа, безработной молодежи, бесхозной молодежи. И те большие деньги, которые направляются сегодня на Северный Кавказ, половина их воруется в Москве, половина на местах воруется местной элитой. И те рапорты, что сделали столько-то тысяч рабочих мест, что решили те-то вопросы, это неправда, совершенно неправда. Эти деньги, которые туда идут, они не решают проблемы, они уходят в карманы местных руководителей, местных кланов. И, к примеру, если взять вот за последнее время, по данным, разным данным, процент безработной молодежи в нашей республике Кабардино-Балкарии достигает 80%. И когда докладывают Медведеву и говорят, вот мы создали вот за этот год 2000 новых рабочих мест, открыли 10 предприятий, то корреспонденты местных газет искали, не могли найти, где эти предприятия, и не боятся, уже в открытую обманывают. Одни и те же школы по 10 раз показывают заново, что они вот построены, эта школа, одному начальнику показывают, эта школа другому начальнику. Детский садик, который построен рядом с моим институтом, еще в советское время параллельно с моим институтом, показывается Медведеву, побрызгали известь и сказали, вот мы вот такие садики строим. И этот обман проходит. Поэтому я лично считаю, что эти деньги не надо выделять туда. Зачем выделять туда, если они по своей цели не достигают, и ребята там, молодежь, совершенно бесхозная, да вдобавок еще и в армию не берут. И что им делать? Им только идти в лес, в объятия так называемых наших ваххабитов, которых хорошо используют те, кому это выгодно. И когда говорят, действуют ли службы, спецслужбы западных стран, конечно, они действуют. Но я лично считаю эти действия второстепенными. Главными врагами в нашей стране это коррупция и наглухо связанная с этой коррупцией чиновническая, вот эта безгранично алчная, жадная комарилья, которая сегодня днем и ночью никак не может наесться, и вот эти проблемы это они создают. И если сегодня наш Владимир Владимирович не засучит рукава и не возьмется за чистку своего аппарата, за чистку своего окружения, за чистку нашей партии, которую я тоже создавал на Северном Кавказе вот с мамой, и мы тогда говорили, что эта партия будет опорой для нашего нового президента Путина в борьбе с коррупцией, в борьбе с беззаконием. А на самом деле моя партия скатилась сама в самую глубину коррупции. И вместе с этими бесхозными, бессовестными руководителями
вместе стала тоже воровать, тоже что-то хватать, тоже земли и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сегодня, если волевое решение не будет, я не знаю, к чему мы придем. И то, что вот начиная коррупция, я очень этот вопрос, когда трогаю, волнуюсь, начиная с детского садика, со школы, с университета, все время взятки, 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 взятки. И юридические факультеты людей, студенты идут, родители платят взятки. Кончают они факультеты юридические, в суды идут, дают взятки, чтобы судьями стать, чтобы прокурорами стать. А потом они сами тоже начинают этим делом. И вот это весь цепь, оно идет, и идет медленная стагнация гибели государства. Вот эта безнравственность, нечестность, она губит государство. И сегодня стыдно стало человеку говорить, что у него старый дом, старый двор. Такой человек не в почете, потому что он ничего не мог украсть, а на зарплату он ничего не построил. И сегодня честный человек не в авторитете. И нигде СМИ, люди, которые живут своим трудом, тяжело, но честно, благородно, они нигде не котируются и считают это придурки и все. И вот это все надо поломать в нашем обществе. И я скажу, что вопросы вот, молодежи, если мы сейчас не решим, то крепко, хорошо это решают центр, который сейчас в Грузии есть, где границы они открыли, и их и никто не знает, сколько из них туда уходит и к чему их там учат сейчас. И никто на это не обращает внимания. И нам надо на это все сейчас обратить внимание общественности, и наше движение плотно, видимо, будет заниматься этими вопросами. Ну, с другой стороны, возьмите и малый бизнес, средний бизнес, оно совершенно в загоне, и болезнь общая – это коррупция. Военная промышленность – загублена коррупция, воинские дела – загублены коррупция. Все это надо срочно, и даже времени у нас уже очень мало бороться. В многих странах опыт уже борьбы есть. Это и в Испании было, это и в Португалии было, это и в Америке успешно боролись с коррупцией. И нам надо сейчас бороться с этой ядовитой вот этой змеей, этой коррупцией.